ki bu İsrail Filistin'e Чтобы Израиль не мог проделывать такие фокусы с Палестиной, как мы вошли в Карабах, так и в Ливию, nasıl biz Libya'ya girdiysek если мы это сделали, мы сделаем то же самое и с ними, с Израилем. yapmamak Нет için ничего, что помешало бы нам это сделать. sadece biz Мы должны быть сильными, чтобы... ki Что делать с этими шагами? Давайте отложим их. Мы вошли в Карабах, мы вошли в Ливию и можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, по которым нам не следует этого делать. Мы просто должны быть сильными. Это цитата Эрдогана. Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция захватит и оккупирует Израиль так же, как оккупировала Карабах и Ливию. По его словам, это будет серьезное испытание для Турции, но они справятся. В очередном откровенно идиотском заявлении Эрдогана интересно даже не то, что он даже собственный народ держит за полных дураков, а совсем другое. Он впервые открыто признал, что Турция оккупировала Карабах. И еще Ливию. Но интереснее всего про Карабах, поскольку Турция всегда отрицала свое участие в 44-дневной Карабахской войне 2020 года, а Азербайджан утверждал, что воевал самостоятельно. Как говорится, что умного в голове, то у Эрдогана на языке. Все это мы с вами знали и раньше, что тысячи турецких военных воевали против маленькой арцахской армии. Но впервые Турция открыто в этом призналась, причем я подозреваю, что Эрдоган брякнул это даже не подумав. Что же касается обещаний Турции оккупировать Израиль, то мне элементарно жаль вашего времени, чтобы даже обсуждать эту очередную ерунду Эрдогана. Он уже грозился вернуться в священный в кавычках турецкий Иерусалим, обещал вернуть Грецию в состав Оттоманской империи, грозился весь Кипр забрать себе, а Саудовскую Аравию превратить в южную провинцию Турции и так далее. Мне кажется, что кроме Эрдогана и Алиева никто в регионе не позволяет себе настолько безответственных и провальных заявлений. Он нападет на Израиль и его оккупирует, и это он заявляет открыто на весь мир. Он это серьезно, что ли? Единственное, что этим добился Эрдоган, что теперь у Израиля есть очередной карт-бланш доделать дела в Газе и в Ливане. И также усилил позиции Израиля в мире. Что же до реальной реализации угроз, то тут очевидно, что угроза Алиева в адрес Армении – это одно, и за угрозами что-то стоит, кроме пустых слов. Реально могут что-то попытаться сделать. Но представьте, если бы Алиев угрожал, например, оккупировать Великобританию или, допустим, Францию. Сравнение вовсе не абстрактное, а вполне отражающее реальность с примерно равными шансами оккупировать Лондон или Марсель, как и оккупировать Тель-Авив. Сегодня расклад сил между Израилем и Турцией следующий. Солдат, включая резерв. Израиль 435 тысяч человек, Турция 450 тысяч человек. Боевых самолетов. Израиль 612, преимущественно новые, Турция 880, преимущественно устаревшие. Танки. Израиль 2850, Турция 2600. Артиллерия. Израиль 800, Турция 1020. Ядерное оружие. Израиль 200-300 боеголовок, Турция 0. Взгляд на карту подсказывает, что между странами нет общей границы. Чтобы дойти до Израиля по суше, надо оккупировать Сирию и Ливан целиком. Пока что Турция увязла в войне с курдами и сирийской армией в приграничных районах между Турцией и Сирией. Обещал же не отрывать ваше время комментированием глупостей Эрдогана, но уж так получилось, прошу прощения. Эрдоган раздувает националистический пожар, который не сможет потушить. Война с Израилем приведет к выходу Турции из НАТО со всеми вытекающими. И старый лис, естественно, не собирается воевать с самой боеспособной армией Ближнего Востока. Но такое ощущение, что он начинает терять ощущение рамок дозволенного. И это плохой признак для его политического режима. Давайте прокомментируем слова Эрдогана о том, что он вошел в Карабах чуть с другого ракурса. Если отложить в сторону привычную браваду султана, то эти слова на самом деле должны огорчить Алиева. Потому что Эрдоган обесценил его победу
над армянами и дал понять, что без участия турок ничего бы не было. Мы же, в частности, помним об участии турецкого спецназа в атаке на Шуши. А почему Эрдоган это сказал, мы с вами уже знаем. Анкара недовольна промосковскими играми Алиева и сейчас предупреждает его, что второго входа в Карабах не будет. То есть турецкой помощи Баку уже не увидит. Эрдоган снова понтуется. Хазретлери Эрдоган сначала собирался однажды ночью прийти в Грецию. Что-то пошло не так, больше, по крайней мере пока, никто никуда не идет. Вон, даже греческий министр культуры из знаменитой прачечной угорает над Эрдоганом. Теперь он собирается прийти в Израиль, как пришел в Карабах и Ливию. Если это пришествие состоится, то оно будет не первым. В прошлый раз к берегам земли обетованной приплыла целая флотилия мира, и каждый мехмечек, прибывший с мирной миссией помощи террористам Газы, был жестоко унижен израильским цахалом. По поводу прихода в Карабах тоже следует помнить, что и этот приход был для турок далеко не первым. Но то, как это может быть при прочих равных, Эрдоган вспомнит позже. Рано или поздно Израиль, наконец одумавшись, перестанет поддерживать бакинский режим оружием, ведь это оружие, по итогу, направляют против самого Израиля. Какой вес имеет турецкое словосочетание «мы однажды придем», если они никуда не могут прийти? Нет, ну может я, конечно, и не прав, и это не очередной дешевый хайп султана. Он все-таки должен понимать, что подобного рода заявления, за которыми не последуют действия, нанесут его имиджу чуть ли не больший ущерб, нежели просто молчание или даже поддержка Израиля, как, например, в случае Иордании или Азербайджана. И да, бить несчастных карабахцев – это одно, или действовать в разрушенной Ливии. А вот воевать с Израилем – совсем другое. Лучше пусть оставит это тем, кто в этом преуспел и языком не чесал. Напомню, что Турция в Карабах вошла с помощью России. Россия помогла члену НАТО войти в регион Южный Кавказ. И через 3,5 года турки выгнали русских из Карабаха. Лично я считаю, что если Эрдоган вздумает напасть на Израиль, то он похоронит не только себя, но и все успехи его армии за последние 100 лет. Естественно, все мы знаем, что половина успехов Турции – это заслуга или скорее помощь России. Это даже помощью называть нельзя. Турция и Россия вместе, как картель, делили и делят наш регион. Одним словом, если серьезно, я не думаю, что Эрдоган полностью сошел с ума и не нападет на святую землю. А если шизофрения его сильно душит, то земля ему железобетоном. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.